Привет, привет! Это снова я. После довольно большого и продолжительного планирования, наконец-то мы переходим к технической части нашего похода, нашего пути Святого Якова. Техническая часть с какой точки зрения? Мы наконец-то начали двигаться. Мы прилетели в Испанию. Перелет у нас занял что-то около 15 часов. Долгое ожидание пересадки в аэропорту. И наконец-то мы здесь. Мы прилетели в Бильбао. Прямо сейчас нас встретила одна из интереснейших достопримечательностей самого города. Это новый терминал аэропорта, который был открыт в 2000 году. Терминал спроектирован архитектором Калатрава, Сантьяго Калатрава, и представляет собой такое огромное сооружение, на вершине которого птица, под крыльями которой расположен сам терминал. Ну вот сейчас мы стоим в терминале вылетов, который находится наверху под вот этим вот сводом, а непосредственно терминал прилетов находится на 2 этажа ниже. В общем, терминал отличный, Сантьяго Калатрава молодец. Кто увлекается архитектурой, кому она интересна, добро пожаловать. Будет очень интересно, тем более, что это аэропорт, и он вас встретит первым же по вашему прилету. На сегодня у нас есть небольшой план, то есть мы планируем получить креденциаль. Это паспорта паломников, о которых я потом подробнее расскажу. И, наверное, сходить в спортивный магазин, потому что кое-что нам не удалось купить на месте дома. Ну и сейчас мы отправимся. Отсюда очень просто уехать из аэропорта, я имею в виду, в город. Здесь ходит автобус, стоимость проезда составляет 1 евро 45 центов. Автобусы ходят каждые 15 минут в течение дня до 11 вечера. И уехать никаких проблем не составляет. Ну вот мы спустились в зал прилетов, куда, собственно, и прилетели и вышли. Одна интересная есть здесь особенность. Если вы летите из-за рубежа, и у вас есть пересадка где-то, и ваш багаж следует непосредственно до Бильбао, то здесь зал выдачи багажа для неграждан Европейского Союза находится отдельно от общего. Поэтому не пугайтесь, если вдруг не обнаружите свой багаж на ленте, лучше осмотритесь по сторонам и пройдите, потому что свой багаж вы получите в соседнем зале. Ну, а здесь мы сейчас пойдем. Если вы выходите из зала прилетов, сразу направо находится касса автобусов. И вот там в углу останавливаются автобусы, на которые мы сейчас, собственно, и сядем и отправимся в центр города. Но мы и добрались до нашего ключевого места, которое должны были посетить. Это собор Святого Якова в Бильбао, где мы собирались получить креденциаль. Это, о чем я говорил, специальный документ, что-то вроде паспорта паломника, в котором необходимо отмечать печати, ставить печати в местах посещений приютов, альберги, ресторанов, кафе. Здесь мы его получили, стоит 2 евро. Нам поставили печать, зафиксировали дату, когда мы начали. Ну и, собственно, сейчас отправляемся дальше по своим делам. Вообще уже времени 5 часов вечера, поэтому, наверное, мы поедем в нашу гостиницу, оставим вещи и там уже решим, какой будет у нас на сегодня план действий. Мы добрались до наших апартаментов, забрали креденциали. Вот так они выглядят.
Здесь необходимо внести фамилию, имя, номер паспорта, откуда прибыл и место старта. А также нужно галочкой отметить, на чем собираешься преодолеть этот путь. Несколько вариантов на выбор. Это пешком, на велосипеде, верхом. И четвертый вариант, я не знаю, как он переводится, но и нам тоже не смогли перевести и объяснить. Вот так он выглядит в развернутом виде. Здесь у нас первая печать из собора Святого Якова в Бильбао с отметкой о дате. И в дальнейшем в точках маршрута здесь будут проставляться еще печати. Написано, что должно быть не менее 2 в день печатей. Но я думаю, проблем не будет, потому что они есть там в каждом баре, ресторане, альберге, гостинице. И для некоторых это становится некоторым развлечением, собирательством. Этих печатей умудряются ставить до 20 в день. Ну, он, соответственно, очень быстро заканчивается. Вот, сам паспорт вот такой красочный, а с обратной стороны у него куча вариантов маршрутов прохождения. Начиная от общей карты, где можно увидеть маршрут из Норвегии или Германии, ну и заканчивая уже такими как короткими. Это португальский вариант, центральный вариант, не такой уж и короткий, и наш северный маршрут. Все, сегодня мы больше никуда не пойдем, потому что на улице льет ливень. Мы закажем себе еды. Нашли тут замечательное объявление, в котором предлагаются блюда турецкой кухни по очень приятным ценам. Ну и, собственно, вот. Все. Первый день в Испании. Пока-пока. Первая серия моей рубрики о экипировке. Ну и, конечно же, в первую очередь мне хочется рассказать о рюкзаке. О своем рюкзаке, с которым я шел весь маршрут. Рюкзак, в общем-то, обычный, он ничем особо не отличается, ничем он так и не примечателен. Если вам интересны детали по выбору рюкзака, ну, я думаю, вы сможете найти их в интернете. Я купил свой рюкзак в Китае. Заказал его в Китае. Это был осознанный риск. Я решил, что чем черт не шутит. Ну, у меня был еще один на всякий случай. Ну и, собственно, вот что я получил. Вот такой рюкзак. Выбирал я его по следующим принципам. Мне очень важно было, ну, начнем сверху, чтобы у него был закрывающийся клапан. Внешний карман, в принципе, мне не обязательно, но оказалось очень удобно. Очень мне нравится внутренний карман для всякой мелочи и для вещей, которые я хочу спрятать, но чтобы они были рядом. Это достаточно большое отделение должно быть. Вот этот рюкзак на 70 литров. К этому большому отделению должен быть дополнительный вход. У меня здесь есть подобный вход. Он расстегивается. И я получаю доступ ко всей полости рюкзака. И мне не нужно, если я хочу достать что-то снизу, разбирать весь рюкзак. Также мне требовались боковые карманы и вот эти стяжки, на которых можно что-либо закрепить. Ну, периодически я закреплял здесь трекинговые палки, и здесь у меня была бутылка воды и головной убор. Еще один важным элементом для меня это было наличие подвала. Обязательное наличие подвала, куда я сложил бы вещи, которые достаточно легкие, но объемные. Подвал здесь хороший, он отделяется от основного места вот такой вот перепонкой, которая может убираться, растягиваться. Ну, это очень удобно, поверьте мне. Здесь у меня лежал спальник, запасная обувь, тапки и накидка от дождя. Также было важным иметь накидку от дождя на сам рюкзак, потому что когда дождь не сильный, я не всегда надевал накидку на себя непромокаемую. А вот рюкзак хотелось бы сохранить в сухости, потому что материалы бывают, что заявлены как непромокаемые, но они немного промокают. Ну, в общем-то, так действительно и оказалось. Конкретно
по этому рюкзаку и по этой модели. Первое, что меня разочаровало, это лямки. То есть он пришел с браком. Когда вы покупаете китайскую вещь, все-таки, мне кажется, это не значит, что вы покупаете такую же, как и хорошее брендовое качество, всемирно известная марка, за которую вы переплачиваете. Нет, качество не то же самое, и вы не переплачиваете за бренд и название. Вы платите за совершенно другие вещи. Рюкзак мне пришел с заводским браком. То есть вот эти места, где крепится каркас, они просто не были прошиты. Мне пришлось некоторое время потратить на то, чтобы ругаться с продавцом, и они мне вернули часть денег для того, чтобы я смог починить рюкзак. Ну, в общем-то, это первое. Второе. Немного перекошенная система подвеса, то есть крепление рюкзака ко мне. Ну, здесь сложно сказать, возможно, это какая-то посадка у меня такая, либо еще что-то, но все-таки мне хотелось, чтобы оно регулировалось как-то лучше и держалось надежнее. Следующий элемент – это вот эти молнии и застежки. Вот они очень хлипкие и начали отлетать сразу же. Что еще у меня отлетело? Еще от системы гидрации вот здесь отломался такой держатель, который, в общем-то, сразу же привел всю систему в негодность, потому что если вы будете отсюда выпускать шланг, он где-то будет болтаться, вы его никогда не достанете. Ну, я уже сказал, что рюкзак промокает, и самая негативная вещь, которая раздражала меня весь маршрут, это то, что у него очень быстро начинают ослабевать лямки. Как бы ты их ни затянул, как бы ты ни подогнал под себя, под свой рост, под свой размер, пройдя, ну я не знаю, километр-два, ты должен делать это снова и снова и снова и снова, что, в общем-то, раздражает. С другими рюкзаками у меня такого не было. Ну, конкретно про свой рюкзак, это, наверное, все, что я хотел рассказать. Несколько слов, наверное, хочу сказать о том, как его собрать. Начал с подвала, ну, продолжу с подвала. В подвал укладываются вещи, которые занимают большой объем и, в общем-то, не тяжелы. Это такие вещи, как спальный мешок, запасная обувь, какие-то еще там крупногабаритные, может быть, пуховики и еще что-то. Здесь у меня было, как я говорил, спальный мешок, накидка от дождя, вот эти вот волшебные тапочки, тапочки не волшебные и кроссовки. Ну и иногда это становилось еще чем-то вроде таким местом, где я держал грязные вещи перед прачечной. Следом мы начинаем упаковку самого рюкзака. Всегда вдоль спины и ближе к спине укладываются самые тяжелые вещи. Из тяжелых вещей это, конечно же, у меня был стабилизатор для камеры, сумка со всякой электроникой, фотокамера и мыльные принадлежности. Они укладываются вдоль спины и уплотняются тем, что у вас есть. Я уплотнял футболками, рубашками, носками, всем чем угодно. Носки вообще прекрасное решение. Ничего не весят, а зато могут очень здорово так занимать пустой объем, который остается маленький и ни для чего, в общем-то, больше не нужен. Верхняя часть рюкзака заполняется предметами, в общем-то, средней тяжести, мягкими, такими как кофты и куртки, что у меня и лежало. Ну, наверное, это основной принцип, которым я руководствуюсь, укладывая свой рюкзак. И те основные принципы, которые я перечислил при выборе его, которые мне важны, ну, в общем-то, вот. То есть есть небольшой негатив от использования, от эксплуатации этого рюкзака, но, вы знаете, с другой стороны, почти 1000 километров или 900 километров было пройдено. Если пересчитать это все на 10-20 километровые маршруты выходного дня, то рюкзак нормально так пока служит, и все с ним неплохо. Ну, наверное, все на этом. Все о моем рюкзаке, об его укладке, что в нем лежало. Выбирайте хорошие вещи. Спасибо, что смотрите.